Здравствуйте! Рад представить очередное видео об Aynor Excel. На этот раз речь пойдет о новой функции, появившейся в программе, которая позволяет выполнять утяжеление режима. Утяжеление – это устойчивый термин, применяемый в практике анализа электрических режимов, который означает намеренное изменение параметров таким образом, чтобы получить так называемый предельный режим. Предельным режимом называется такой, в котором даже незначительное изменение некоторых параметров приведет к тому, что режим станет недопустимым. Различают два основных критерия допустимости режима. Первый – существование решения системы уравнений установившегося режима. Если режим не балансируется стандартным методом расчета, считается, что такой режим недопустим. Безусловно, так можно считать, если метод расчета достаточно надежен. Часто существование решения системы уравнений установившегося режима связывают со статической устойчивостью режима. При определенных условиях можно считать, что если решения не существует, то режим статически неустойчив. Возможность сделать такое сопоставление вытекает из стандартной формулировки задачи анализа статической устойчивости, которая предусматривает анализ корней характеристического уравнения системы малых колебаний. Те, кого заинтересуют математические обоснования, смогут найти подробную информацию в отечественной литературе, например, в этой книге. Второй критерий допустимости режима – соблюдение технологических ограничений, связанных с нагрузочной способностью оборудования, а также допустимостью и соответствием режимных параметров нормированным значениям. В процессе стандартного расчета установившегося режима технологические ограничения не контролируются, за исключением модулей напряжений, да и то в очень широком диапазоне. Поэтому в процессе утяжеления как минимум необходимо дополнительно контролировать токовую загрузку элементов системы. Таким образом, зная критерий допустимости режима, можно выбрать параметры, изменение которых может сделать заданный режим недопустимым, и, изменяя их, найти предельный режим, и, соответственно, предельные значения изменяемых параметров. В процессе изменения этих параметров можно контролировать и другие параметры, значения которых в найденном предельном режиме можно зафиксировать. По найденным значениям контролируемых параметров можно судить о приближении режима к предельному точно так же, как и по значениям изменяемых параметров. Этим приемом замены параметров часто пользуются на практике. Например, при изменении нагрузок в электрической сети о допустимости режима судят по значениям перетоков, которые сравниваются с предельными перетоками, рассчитанными для этой сети. Контроль перетоков с технической точки зрения существенно проще контроля множества нагрузок на шинах и одновременно нагляднее для диспетчера, поэтому предельные режимы чаще всего и задаются предельно допустимыми перетоками. Итак, для утяжеления заданного режима необходимы следующие исходные данные. Перечень изменяемых параметров и законы их изменения. Перечень контролируемых параметров. Перечень технологических ограничений, которые необходимо контролировать или соблюдать при утяжелении. Эти три перечня параметров образуют так называемую траекторию. Каждой траектории соответствует некоторый предельный режим, поэтому чем больше траекторий будет сформировано и исследовано, тем больше информации о допустимых границах режима можно получить. Как уже было сказано, в траекторию могут входить несколько изменяемых параметров. Для упрощения управления их изменением вводится понятие шага траектории. Шаг однозначно определяет значение изменяемых параметров согласно с законом их изменения. Шаг может изменяться в пределах от нуля до некоторого максимального значения, заданного в траектории. Давайте посмотрим, какие инструменты для утяжеления появились в Aynor Excel. Для того, чтобы начать работу с утяжелением, нужно загрузить исследуемый режим. На ленте инструментов нужно нажать кнопку утяжеления, которая откроет специальную форму. Форма содержит две основных области. Верхняя область предназначена для задания исходных данных, нижняя для вывода и анализа результатов. В области исходных данных имеются две вкладки. Первая предназначена для задания изменяемых параметров траектории, а вторая для задания контролируемых величин и ограничений. В области результатов расположен протокол, в котором выводится информация об утяжелении, и еще две вкладки. На первой представлен график изменения контролируемых параметров, на второй – таблица с их численными значениями.
Изменяемые параметры в форме утяжеления располагаются на специальных дорожках, похожих на дорожки в аудио и видеоредакторах. Дорожка должна быть связана с параметром загруженного в Excel режима. На дорожке расположена зона действия параметра, которую можно перемещать и задавать начало и конец действия. Над дорожками расположена шкала утяжеления, размеченная в шагах. На шкале имеется курсор, указывающий текущий шаг утяжеления. Курсор можно перемещать, выбирая требуемый шаг. Если зона действия находится под курсором, зона будет окрашена в красный цвет, и параметр, привязанный к дорожке, будет изменен на значение, заданное законом изменения параметра. Дорожки можно выборочно отключать, нажимая на кнопку M, или переводить в соло-режим, кнопкой S. Если какая-либо дорожка переведена в соло-режим, только она остается активной, однако дорожек в соло-режиме может быть несколько. На заголовке дорожки выводится название изменяемого параметра. Попробуем задать простейшую траекторию. Будем увеличивать нагрузку узла и контролировать модуль напряжения в нем. Пока никаких технологических ограничений контролировать не будем. Двойной щелчок на заголовке дорожки открывает диалог привязки к параметру режима. Для привязки нужно выбрать тип объекта, в нашем случае это узел, тип изменяемого параметра, активная нагрузка узла, и номер объекта. Будем изменять нагрузку в узле с номером 1. Название дорожки формируется автоматически, но можно задать и собственное название. После завершения привязки можно закрыть диалог. Двойной щелчок по зоне действия на дорожке открывает диалог задания закона изменения параметра. Можно выбрать вариант изменения параметра. В нашем случае это будет диапазон. При этом параметр будет изменяться от минимального до максимального значений в пределах зоны действия. Зададим минимальное значение, равное исходной нагрузке, а максимальное, скажем, 1000 мегаватт. Можно также указать номера шагов на шкале утяжеления, в которых должна начинаться и заканчиваться зона действия. Но эту же настройку можно выполнить и мышью, передвигая границы зоны. Обратите внимание на переключатель «Максимальное значение после окончания». Он позволяет продлить зону действия за правую границу и выводить до конца всей траектории значение параметра, равное максимальному. Таким образом, можно имитировать изменение параметра с ограничением. Если переключатель не включен, вне зоны действия параметр будет иметь значение из исходного режима. Перейдем к заданию контролируемых параметров на соответствующей вкладке. Контролируемый параметр привязывается к режиму точно так же, как и изменяемый. Для того, чтобы добавить новую контролируемую величину, нужно нажать кнопку «Новая». Будет открыт диалог привязки. Выберем тип узел, параметр V и номер узла 1. После завершения привязки контролируемый параметр будет активен и готов к приему данных в процессе утяжеления. Контролируемые параметры можно активировать или деактивировать, нажимая соответствующие кнопки с лампочками. По неактивным контролируемым параметрам информация в результаты поступать не будет. Вернемся на вкладку «Траектория» и попробуем переместить курсор утяжеления. Можно убедиться в том, что для каждого шага выполняется расчет режима и в области результатов отражается значение контролируемого параметра. Перемещая курсор, можно выбирать произвольные шаги и наблюдать за поведением режима и контролируемых величин. Особенностью утяжеления является возможность находить предельный режим с достаточно высокой точностью. Попробуем переместить курсор в конец траектории. В требуемой точке режим не балансируется, что означает, что режим недопустим. Однако, поскольку наша задача найти предельный, то есть балансируемый режим, Ainur Excel начинает поиск соответствующей точки на траектории. Начинается процесс с перехода в нулевой шаг, где траектория обязательно должна описывать допустимый режим, затем в шаг, составляющий половину расстояния между нулевым шагом и затребованным. Если в этой точке режим допустим, поиск продолжается справа от этой точки. Если нет, шаг делится пополам еще раз, и Ainur Excel переходит в точку, предшествующую точке половинного шага. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет найден допустимый режим и величина уже многократно поделенного шага не будет превышать 1/100. Как видим, предельный режим найден на некотором шаге, которому соответствует предельная нагрузка узла. Обратите внимание на график напряжения.
Вблизи шага предельного режима его величина начинает резко снижаться, что свидетельствует о потере устойчивости режима. Траекторию можно пройти не только выбирая шаги вручную, но и в автоматическом режиме. Для этого предназначены кнопки на панели инструментов. Первая кнопка позволяет пройти траекторию с самого начала, а вторая с текущего шага. Если при движении по траектории будет найден предельный режим, будет выполнено уточнение, точно такое же, какое мы уже делали при ручном выборе шага. Если на протяжении всей траектории режим будет допустим, расчет остановится на последнем шаге траектории. Движение по траектории требует расчета режима на каждом шаге, поэтому этот процесс может занимать длительное время. Прервать движение по траектории и остановить расчет можно, нажав на кнопку Escape. График, построенный в автоматическом режиме, очевидно будет выглядеть более гладко по сравнению с графиком, полученным ручным способом. Кстати, контролируемые параметры, накопленные на графике, можно скопировать в буфер обмена в численном виде и вставить в Excel. Полученные данные можно обработать или построить график средствами Excel. Добавим учет ограничений. Начнем с ограничений по напряжению. На вкладке «Контроль» можно указать допустимые отклонения напряжения от номинала, а также выделить узлы, в которых не нужно выполнять контроль по величине номинального напряжения. Очистим контролируемые параметры нажатием на кнопку «Очистить» и посмотрим, как выглядит процесс утяжеления с ограничениями. Пока отличие только в том, что в протоколе утяжеления выводятся сообщения о нарушениях допустимых пределов по напряжению. В протоколе выводятся первые 10 наиболее серьезных нарушений. Добавим контроль токовой загрузки по ветвям. Допустимые токи по ветвям должны быть введены на вкладке «Ветви» в столбце Emax. Если столбца с таким названием в таблице нет, можно его ввести. В столбце с заголовком «И» выводится расчетное значение тока. В таблице для тех ветвей, по которым нужно контролировать ток, потребуется ввести допустимое значение в амперах. В форме утяжеления на вкладке «Контроль» нужно включить соответствующий переключатель, и при выборе шага Ainur Excel, кроме нарушения ограничений по напряжению, будет выводить нарушения по допустимому току, также ранжируя нарушения по величине и в количестве не более 10 строк. В текущем варианте утяжеления мы получаем фактически недопустимые режимы, поскольку заданные ограничения нарушены. Можно включить переключатель «Учитывать при поиске предела», и ограничения будут учитываться, исключая получение недопустимого по ограничениям режима. Шаг предельного режима будет выбираться точно таким же методом, как и в варианте с контролем только статической устойчивости, но еще и с учетом соблюдения всех ограничений. Полученный таким образом предельный режим будет допустим в полной мере. Скорректируем траекторию так, чтобы нагрузка не достигала предела, и добавим еще один изменяемый параметр – нагрузку другого узла.
Настроим закон изменения нагрузки этого узла так, чтобы ее изменение начиналось сразу после завершения изменения нагрузки первого. Для первого узла включим поддержание нагрузки на максимальном уровне после завершения траектории. В итоге получится траектория, в которой изменяется направление движения. Сначала пройдет утяжеление по первому узлу, а затем по второму. Добавим контролируемый параметр для напряжения второго узла и выполним утяжеление в автоматическом режиме. Теперь на графике видны уже два контролируемых параметра. Таким образом, можно строить траектории, содержащие до 16 одновременно изменяющихся параметров. Часто возникает необходимость исследовать предел передаваемой мощности по участку сети. Для этого вводят так называемую сбалансированную траекторию, в которой одновременно увеличивается генерация в одном фрагменте сети и нагрузка в другом. Попробуем сделать такую траекторию на простой тестовой схеме. В узле 13-19 будем увеличивать генерацию, а в узле 319 нагрузку. Для этого используем две дорожки. При утяжелении будет найден предел по ветви 319-13-19. В этом примере предел обусловлен резким снижением напряжения на шине генератора после исчерпания располагаемой реактивной мощности. Можно наблюдать этот процесс, выводя в контролируемые параметры реактивную мощность генерации и напряжение узла 13-19. Если в качестве эксперимента расширить пределы по реактивной мощности для генератора в этом узле, можно получить предел по статической устойчивости и зафиксировать соответствующий ему переток по ветви 319-13-19. Также можно наглядно убедиться в том, что углы достигают предельных значений. Думаю, что для первого знакомства с функцией утяжеления информации пока достаточно. Основные возможности и приемы работы с утяжелением я показал. Следите за каналом, и вы сможете увидеть дополнительные руководства, посвященные более сложным и специфическим задачам поиска предельных режимов. Спасибо за внимание.